Когда ветеринар выполняет экстренную операцию на опасно раздутом коте, он обнаруживает что-то внутри, что изменит все, что он думал, что знает о связи между людьми и животными. Перед тем, как вы посмотрите, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы вы не пропустили еще одну трогательную историю, подобную этой. И напишите в комментариях, из какого вы города и который там сейчас час. Доктор Майкл Торрес проработал ветеринаром 12 лет в Портленде, штат Орегон. Но в последнее время груз всего этого навалился на его плечи. Он работал на одном только характере и чистой решимости. И тогда женщина влетела в дверь, ее лицо побелело от страха и гнева. На руках она держала огромный тяжкий груз. Кот такой огромный, что казалось, будто он нарушает все законы природы. Оранжево-белый пушистый комок вяло свисал у нее в руках, его тяжесть явно давила на ее силы. «У вас есть минутка для нас!» — закричала она, голос ее прерывался. Он в таком состоянии уже недели, и ему становится все хуже. Не дождавшись ответа, она рванулась вперед, задыхаясь и готовая к противостоянию. Доктор Торрес сразу понял шаблон. Ужас, скрытый под яростью. Отчаяние, прикрытое враждебностью. «Положите его, пожалуйста, на стол для осмотра», — спокойно сказал Майкл. Его голос был надежным источником утешения. «Давайте выясним, что происходит». «Его зовут Оливер», — сказала женщина, с трудом расставляя ноги под весом кота и опуская его на холодную поверхность. Стол заскрипел под ним. «Он теперь почти не двигается, он едва ест. Это не просто толстый кот, доктор. Он какой-то странный, твердый, как камень. Я думаю, он умрет». Ее голос опустился до шепота. «И если с ним здесь случится что-то плохое, я обещаю...» Предупреждение застыло у нее в горле. Доктор Торрес положил мягкую руку на голову кота, почувствовав слабое вибрирование урчания от существа, которое едва держалось. Оливер не сопротивлялся. Он просто упал на бок. Его янтарные глаза уставились в потолок, будто пытаясь отделиться от собственного тела. «Я знаю, что вы боитесь, Сара», — мягко сказал Майкл, прочитав ее имя из регистрационной карточки. «Но, пожалуйста, позвольте мне его обследовать». «Боитесь?» — голос Сары дрожал. «Я не боюсь. Я абсолютно в ужасе. Вы видите просто еще один случай. Я вижу умирающего самого близкого мне друга». Майкл слышал эту смесь чувств много раз прежде. Он глубоко вдохнул и надавил пальцами на распухший живот Оливера. Ощущение удивило его. Это не был подкожный жир, это не была ткань. Под кожей тянулось нечто твердое, плотное и совершенно таинственное. «Здесь большая масса», — тихо сказал он, лоб его сморщился. «На самом деле несколько масс». «Твердые образования», — эхом повторила Сара, голос ее срывался в панике. «Это ужасно, правда, опухоли? Вы скажете, что у него рак, не так ли?» «Я еще не знаю, что это», — честно ответил Майкл, в голосе его слышалось собственное замешательство. «Нам нужно сразу сделать рентген. Я никогда не чувствовал ничего подобного». Тишина опустилась как приговор. Сара кивнула, лицо ее побледнело от ужаса, и она помогла ветеринару перенести Оливера на стол для диагностики. Аппарат ожил электрическим гулом. Майкл встал за защитным барьером, палец его завис над кнопкой. Затем изображение появилось постепенно, как фотография, проявляющаяся в жидкости. Майкл наклонился ближе, глаза его расширились, пульс участился, руки его вдруг остановились. «Что это?» — требовательно спросила Сара, бросившись к экрану. «Это рак. Насколько все плохо?» Майкл уставился на изображение, совершенно сбитый с толку. Экран показывал то, чего он никогда не видел за 12 лет практики. В брюшной полости Оливера странные формы располагались в аккуратных рядах. Маленькие плотные предметы с почти металлическим блеском. 20, может быть больше. Некоторые круглые, другие вытянутые, несколько с неровными краями. Но что это было, он абсолютно не представлял. «Я не понимаю», — прошептал он. «Это не опухоли». «Тогда что это?» Голос Сары дрогнул от отчаяния. «Что находится внутри моего кота?
«Я не знаю», — признал Майкл, профессиональное спокойствие его хрупко треснуло. «Это твердые предметы, инородные тела, но я не могу сказать, что именно по одному только рентгену». «Инородные тела», — повторила Сара, страх ее превратился в смятение. «Вы хотите сказать, что он что-то проглотил? Многое?» Майкл подтвердил, указывая на экран. «По крайней мере 20 отдельных предметов, всех разных форм и размеров. Некоторые выглядят круглыми, другие более сложными». «Но что это?» — потребовала Сара. Голос ее повысился. «Металл, пластик, они отравляют его?» «Я не могу сказать по этому изображению, старожурба», — осторожно сказал Майкл. «Плотность указывает на металл, но дальше...» Он замолчал, покачав головой. «Нам нужно их удалить. Что бы это ни было, это его убивает. Его органы сдавлены, его пищеварительная система перекрыта. Если мы не прооперируем немедленно, он не протянет и еще суток». Колени Сары подкосились. Она ухватилась за стол для осмотра, чтобы не упасть. «Оперируйте, башкаиз», — прошептала она. «Да, сделайте это. Пожалуйста, просто спасите его». «Мне нужно, чтобы вы поняли, мясо», — мягко сказал Майкл. «Я не знаю, что мы там найдем, и я не знаю, почему он мог проглотить так много предметов. Операция рискована». «Мне все равно на риск», — сказала я. «Мне риск», — сказала Сара. Слезы текли по ее лицу. «Он у меня единственный. Пожалуйста». Врач кивнул серьезно. «Мы сделаем все, что можем. Оперируем первым делом завтра утром». Той ночью доктор Майкл Торрес не мог уснуть. Он уставился на рентген Оливера, светящиеся на мониторе таинственные формы преследовали его. Что это может быть? Зачем кот мог проглотить так много предметов? Ничто в его опыте этого не объясняло. Когда наступило утро, Майкл уже был в клинике, решительный, но встревоженный. Операционная была подготовлена, инструменты блестели в идеальном порядке. Сара пришла вскоре после этого. Глаза у нее были красные и опухшие, руки дрожали, она держала контейнер для питомца. «Мы поможем ему», — сказал Майкл, хотя его собственная неуверенность давала о себе знать. Она кивнула, не в силах говорить, просунула руку через клетки, чтобы погладить Оливера по голове. «Держись, большой мальчик», — шепнула она. «Пожалуйста, держись». Команда уложила Оливера на стальной стол. Мониторы загорелись, издавая ровные успокаивающие звуки. «Вводите анестезию», — тихо сказал Майкл. Глаза Оливера постепенно закрылись, дыхание стало медленным и едва заметным. Тишина вошла в операционную, нарушаемая лишь постоянным писком мониторов. Руки Майкла слегка дрожали, когда он сделал первый разрез. Он провел 1000 операций, но никогда не сталкивался с операцией, в которой не имел представления, что найдет. Он шел по карте рентгеновских снимков, аккуратно продвигаясь через ткани к первой массе. Его пальцы почувствовали ее раньше, чем он увидел. Нечто маленькое, твердое, холодное. Он работал осторожно, чтобы извлечь его, и в конце концов вытащил. Предмет был покрыт пищеварительными остатками, которые полностью скрывали его сущность. «Солина», — тихо сказал он. Медсестра подала ему таз. Майкл осторожно промыл предмет, наблюдая, как мусор смывается, и затем он застыл, дыхание перехватило в горле. «Что это?» — спросила его ассистентка. Майкл поднял маленький чистый предмет под хирургическим светом. Это была жемчужная серьга. Нежное, красивое, несомненно, украшение, «О Боже!» — прошептала медсестра. «Это серьга?» Майкл подтвердил, голос его был полон неверия. В этом коте была серьга. Он аккуратно положил ее в стерильный лоток и вернулся к брюшной полости. Если там была одна вещь, то, возможно, его инструмент задел другой твердый предмет. Он извлек его, промыл. Маленький медальон, потускневший, но целый. Затем еще одно кольцо с изогнутым ободком. Затем еще одно деликатный браслет. Один за другим он их извлекал. Каждый раз один и тот же ритуал. Извлечь, промыть, открыть сердцевидный кулон.
Еще одна серьга, совпадающая с первой. Маленькая брошь, цепочка с маленьким шармом. Хирургический лоток медленно наполнялся сокровищами. Всего 20 предметов, каждый из которых был загадкой. Вся операционная команда стояла в ошеломленном молчании. «Почему кот мог проглотить украшение?» Наконец спросила медсестра. «Я не имею ни малейшего представления вам», — признался Майкл, аккуратно зашивая разрез. «Я никогда не видел ничего подобного за всю свою карьеру». Он с тщательной аккуратностью зашил рану. Мысли его бурлили. Монитор продолжал ровно биться, он был жив. Оливер выжил, но тайна оставалась. Когда Майкл снял перчатки, руки его дрожали. Не от самой операции, а от необъяснимости того, что он только что увидел. В приемной Сара вскочила, когда открылась дверь, лицо ее было маской ужаса и надежды. Доктор Торрес вошел, неся поднос, покрытый чистой тканью. Он осторожно поставил его на стол, отодвинул ткань. «Он вышел из операции», — первым сказал Майкл. «Он жив, он стабилен». Колени Сары подкосились от облегчения. «Слава Богу, слава Богу». «Но, Сара, это...» Продолжил Майкл, голос его был странным. «Вам нужно увидеть, что было внутри него». Он отдернул ткань. Очищенные предметы лежали там, сверкая под светом. Сара смотрела, сначала не понимая, затем ее взгляд сфокусировался. Лицо ее побледнело. «Нет, и...» — прошептала она. «Нет, это невозможно». Треморящая рука ее потянулась к подносу, но остановилась, зависнув в воздухе. «Это украшение», — подтвердил Майкл. 20 предметов украшений — это то, что было внутри Оливера. Рука Сары взметнулась к рту. Она отшатнулась, оперевшись о стул. «Я не понимаю», — выдохнула она. «Как? Почему?» Ее взгляд остановился на жемчужной серьге. Лицо ее исказилось. «О Боже!» — прошептала она. «О Боже! Это серьга моей матери!» Она протянула дрожащую руку и подняла ее. «Я потеряла это». Голос ее ломался. «Я потеряла это 2 года назад, когда она умирала. Я искала везде. Я думала, что это утеряно навсегда». Слезы хлынули по ее лицу. Ее палец коснулся медальона. «А это принадлежало моей бабушке». Она подняла его, осторожно держала в ладони. Она подарила мне его перед смертью. Там должна была быть фотография внутри, но она была пустой. Я все равно хранила его, а потом я потеряла его. Она посмотрела на доктора Торреса. Лицо ее было смесью шока, смятения и нарастающего ужаса. «Все это мое», — прошептала она. «Все это мое». «Но как? Как Оливер?» Она не смогла закончить фразу. Она опустилась на стул, уставившись на раскиданные перед ней украшения. «Я не понимаю», — повторила она, голос ее едва слышен. «Почему он их проглотил? Зачем он это сделал?» Майкл медленно покачал головой. «Я не знаю», — признал он. «За 12 лет я не видел ничего подобного. Кошки иногда проглатывают вещи случайно, но так много предметов, все украшения, все принадлежащие вам». Он замолчал, столь же озадаченный. Сара подбирала каждую вещь по одной. При каждом предмете на ее лице появлялось узнавание. «Это кольцо было моей матери», — прошептала она. «Этот браслет принадлежал моей бабушке. Этот шарм... Я носила это на похоронах матери». С каждым узнанным предметом она плакала сильнее. «Но почему?» — продолжала она спрашивать. «Почему он забрал их? Почему он их проглотил?» Ни у кого не было ответа. Сара прижимала украшение к груди, рыдая. «Можно ли мне его увидеть, наконец?» Наконец спросила она. «Пожалуйста, мне нужно его увидеть». Майкл кивнул и повел ее в послеоперационную.
Оливер лежал на теплом одеяле, все еще отравленный анестезией. Сара опустилась на колени у клетки, слезы лились по ее лицу. Она посмотрела на кота, затем на украшение в руках, потом снова на Оливера. «Что ты сделал?» – прошептала она. «Почему ты это сделал?» Дни после операции Оливер медленно выздоравливал в клинике. Сара проводила часы у его клетки, не в силах уйти, не переставая задавать вопросы. Она принесла украшения с собой, изучала каждое, пытаясь понять. На третье утро Оливер, наконец, полностью проснулся. Глаза его открылись ясными и внимательными. Он посмотрел на Сару, и из его горла вышло мягкое урчание. Сара разразилась слезами. «Почему, Спаи?» – спросила она его, зная, что он не сможет ответить. «Зачем ты их взял?» Она просунула руку через прутья и нежно погладила его по голове, и затем медленно, как донинг, озарение, стало приходить понимание. Она вспомнила дни после смерти матери. Как она плакала постоянно, не в силах функционировать, как Оливер не отходил от нее ни на минуту. Она вспомнила, как потеряла серьгу и как это привело ее в полное отчаяние. Оливер был рядом, он наблюдал, он чувствовал ее боль. Она вспомнила смерть бабушки год спустя и исчезновение медальона, ее новое глубокое горе. Оливер постоянно прижимался к ней. Каждое украшение, которое она теряла, пропадало в самые темные моменты ее жизни, моменты подавляющей скорби, моменты, когда ей казалось, что она тонет. И Оливер был рядом со всем этим. «О!» – выдохнула она, а сознание накрыло ее, как волна. «О, Оливер!» Ее руки дрожали, когда она прикоснулась к его мордочке через прутья. «Ты это чувствовал, не так ли?» – прошептала она. «Ты чувствовал мою боль, мою скорбь, и ты не знал, как мне помочь». Свежие слезы текли по ее лицу, но теперь они были иными. «Значит, ты забрал их», — продолжила она, голос ее разрывался от эмоций. «Ты забрал вещи, которые напоминали мне о них, вещи, которые заставляли меня плакать. Ты проглотил мою боль, потому что не мог видеть, как я страдаю». Оливер загудел громче, прижимая голову к ее руке. «Ты пытался нести это за меня», — всхлипнула Сара. «Ты попытался забрать все, что меня ранило. Ты держал мою скорбь внутри себя, чтобы я не должна была». Она прижала лоб к клетке, плача и смеясь одновременно. «Что это за любовь?» – прошептала она. Доктор Торрес, стоявший в дверях, почувствовал, как горят его собственные глаза. И он, наконец, тоже все понял. Через 3 дня Оливеру, наконец, разрешили вернуться домой. Сара прижала переноску к груди, украшения были в безопасности в ее кармане. «Спасибо вам, доктор Торрес», — мягко сказала она. Майкл кивнул, горло его было стянуто. «Берегите друг друга». В машине Сара слегка приоткрыла переноску и показала Оливеру украшение в своей руке. «Теперь я понимаю», — прошептала она. «И я обещаю, что у меня будет все в порядке. Тебе больше не нужно нести мою боль». Оливер вдохнул длинное урчание. Сара положила руку ему на голову. «Мы едем домой, любимый», — сказала она. Машина тронулась и уехала в вечерний свет. И в этот спокойный момент 2 души, которые так старались спасти друг друга, наконец нашли дорогу к миру. Вам понравилась эта история? Простите ли вы своего кота, если бы он проглотил ваше украшение, чтобы защитить вас от боли? Да или нет? Напишите в комментариях ниже. Если вам понравилась история, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Большое спасибо, что вы слушали. Увидимся в следующем видео. Хорошего вам дня.